Наступление России в Сумской области. В Украине критикуют военную верхушку из-за смешных фортификаций и брошенных зубов дракона, которые могут помочь российской армии. Кремль не исключает похода войск на Сумы. Немцы назвали Россию экзистенциальной угрозой для Германии. Как Бундесвер собирается бороться с Москвой. Опубликованы документы немецкой армии. Путин отказался от капитуляции Украины и поставил условия Киеву, чего хочет Москва и как в Украине ответили на его заявление. Ирану поставлен ультиматум, чего требует Европа, Тегерана, и дотянутся ли американцы ударом до главного ядерного объекта Ирана, подземного завода Фордо. В Беларуси, которая столкнулась с дефицитом картошки, предлагают штрафовать за ее отсутствие на прилавках магазинов. Сколько придется заплатить? Втянуть животы. Не жирно ли живут госслужащие Узбекистана? В стране новый указ президента. Всем измеряют индекс массы тела и заставят заниматься спортом на работе. Но и это не все требования. Новые правила Ташкента. Детали досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Наступление россиян в Сумской области – одна из главных тем для обсуждения среди военных как в Украине, так и России. Речь не только о наступлении, но и о проблемах, которые имеют ВСУ. Уже несколько дней в информационном пространстве Украины обсуждают проблемы с линией обороны в Сумской области, где ВС РФ по приказу Путина пытаются создать буферную зону. Мониторинговый канал Deep State пишет о том, что в Сумской области найдены брошенные десятки так называемых зубов дракона, которые обычно используются для создания оборонительных заграждений. На этих снимках окрестности населенного пункта Юнаковка и очередной подарок для россиян, которые могут потом построить для себя инженерные заграждения. Судя по различным видео, которыми с нами поделились, и анализу спутниковых снимков, они пролежали там не один месяц, примерно с начала зимы. А по словам самих бойцов, времени для их установки было достаточно. Но этого не произошло. Напомню, накануне некоторые народные депутаты Украины заявляли, что вызвали министра обороны Умерова в Верховную Раду, чтобы услышать доклад о проблемах с фортификациями именно в Сумской области. Однако Умеров не явился. В то же время накануне Путин заявил, что сейчас его войска должны взять под контроль украинскую территорию на 10-12 километров вглубь Сумской области. В Кремле уверяют, что идти на Сумы задачи нет, но Путин такого варианта и не исключил. Зеленский при этом в своем вечернем обращении также вспомнил Сумскую область фактически через несколько часов после заявления Путина и говорил, что планы россиян на этом направлении, далее цитата, абсолютно сумасшедшие, конец цитаты. Ранее в Киеве сообщали, что Россия сосредоточила 50 тысяч своих солдат для наступления на Сумы. Друзья, каковы ваши мысли о таких проблемах, я имею в виду фортификации или же их отсутствие на данном этапе войны, которая длится уже многие годы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Немцы назвали Россию экзистенциальной угрозой для Германии и Европы. Об этом говорится в новом стратегическом документе Бундесвера, детали которого публикует западная пресса. В этих документах вновь о том, что между Россией и НАТО может вспыхнуть война уже в конце этого десятилетия. В Бундесвере учитывают размер российской армии, вспоминая, что уже в следующем году она будет насчитывать 1,5 миллиона военнослужащих. В конфиденциальном документе говорится, что Кремль выстраивает как свои промышленные, так и руководящие структуры специально для удовлетворения требований крупномасштабного конфликта с НАТО к концу этого десятилетия. Западные медиа уточняют, что Германия может противостоять угрозе только последовательным развитием военных и общественных возможностей. Это была цитата. В то же время в Латвии говорят, что собираются быть начеку. Пока Россия застряла в Украине, вероятность прямой военной атаки не очень высока, но это может очень быстро измениться. Даже если мы слышим от высшего российского руководства, что они не собираются нападать на НАТО, мы также слышали, что они не собираются нападать на Украину несколько лет назад, поэтому к таким заявлениям мы относимся скептически.
В нейтральной Австрии тем временем также обсуждают войну на территории Европы. В случае движения российской армии с востока Австрия рассчитывает, что России пришлось бы пройти через территорию страны-члена НАТО. В частности, на пути ВС РФ стоит Словакия, в которой уже возникли разговоры о том, что страна могла бы и выйти из Североатлантического альянса. Тогда бы в Вене пришлось принимать тяжелые решения, уверен бывший министр обороны Австрии. Сейчас же страна окружена государствами, которые входят в НАТО. Это одна из причин, почему говорят, что Австрии в настоящее время не угрожает непосредственная опасность. Она окружена странами-членами НАТО и, следовательно, находится в относительной безопасности. Однако австрийское правительство решило значительно увеличить расходы на оборону. Оно осознает, что нейтралитет не является щитом от любой внешней угрозы. И, конечно, ситуация кардинально изменилась бы, если бы, например, Словакия вышла из НАТО. Путин, напомню, буквально 2 дня назад заявлял, что Россия не собирается идти войной против НАТО, потому что Альянс выделяет на оборону несоизмеримые с Россией средства. В то же время Песков говорит, что Москва не пошла на предложение о 30-дневном перемирии, которое предлагали США, Украина и Европа, потому что не получили ответов на вопросы, будет ли НАТО помогать Украине оружием во время режима тишины. Нас беспокоит, что Украину будут накачивать новым вооружением и так далее, готовя ее к новому наступлению. Разве Россия не будет делать то же самое? Использовать перемирие для перевооружения, перегруппировки и перемещения своих сил? Если обе стороны будут делать то же самое, то в перемирии нет смысла. Сейчас у нас есть стратегическое преимущество, зачем нам его терять? Мы не собираемся его терять. Мы продвигаемся вперед и будем продолжать продвигаться. Путин при этом накануне отреагировал на недавние заявления из Киева о том, что он требует капитуляции Украины, когда хочет, чтобы ВСУ вышли из 4 областей. Эти же требования он повторил и вчера, но заявил, что капитуляция Москве не нужна. Во-первых, эта ситуация не такая же, а принципиально другая. А во-вторых, мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле. Безусловно, есть люди, их немало в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости, ну и дай бог здоровья. И мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению права украинского народа на независимость и суверенитет. Путин заявил, что Украина должна быть внеблоковой, неядерной и нейтральной. В Украине его заявления назвали циничными и призвали союзников, далее цитата, «лишить Москву чувства безнаказанности с помощью санкций». Циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США. В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата новых украинских территорий и убийства еще большего числа украинцев. Итак, что думаете о заявлениях Пескова касательно 30-дневного прекращения огня, словах Путина о капитуляции и событиях, которые происходят в Европе, где все же готовятся к потенциальной войне с Россией? Оставьте, как всегда, свое мнение в комментариях. Друзья, попрошу также подписаться и поставить лайк. Вам не тяжело? Мне для алгоритмов YouTube очень важно. Тегерану поставлено условие. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Женеву на переговоры с европейскими коллегами. Представитель Тегерана назвал атаки Израиля на ядерные объекты военными преступлениями и заявил о праве на ответный удар. Мы имеем право, обязанность и решимость защищать нашу территориальную целостность, национальный суверенитет и безопасность всеми силами. Это наше неотъемлемое право, также ясно признанное в статье 51 Устава ООН. В то же время Израиль просил европейцев быть жесткими по отношению к Ирану. Мы ожидаем, что европейские министры иностранных дел займут жесткую позицию по отношению к Ирану и потребуют полного сворачивания ядерной программы, демонтажа арсенала и программы баллистических ракет, а также прекращение региональной террористической деятельности Ирана и активной поддержки его террористических марионеток. Financial Times пишет, что главы МИД Великобритании, Франции, Германии и верховный представитель ЕС заявили, что у Ирана ядерного оружия быть не должно. Но и это не все условия.
Макрон сказал, что переговоры должны двигаться в сторону полного прекращения обогащения урана, процесса, который может использоваться как для производства ядерного топлива, так и для создания материала оружейного качества, а также ограничения ракетной деятельности Ирана и финансирования террористических группировок. Издание «Политика» пишет, что с помощью переговоров Европа стремилась оттянуть время, чтобы Трамп имел возможность передумать вступать в войну против Ирана. Кроме того, по данным западных СМИ, целью Израиля и США в первую очередь может стать главный ядерный объект Ирана – подземный завод Фордо. И ударить по нему серьезно может лишь американский самолет Б-2 Spirit. Завод обогащения Фордо – один из 3 ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана, наряду с заводом обогащения в Натанзе и исследовательскими центрами в Исфахане. Считается, что он расположен примерно на глубине 80 метров горного склона. Ранее его защищали иранские и российские системы противовоздушной обороны, но они могли быть полностью или частично уничтожены в ходе недавних атак Израиля. Господин президент, министр иностранных дел Ирана сегодня сказал, что если США серьезно настроены на переговоры, вы должны позвонить Израилю и попросить их прекратить авиаудары. Выполните ли вы такую просьбу? Сейчас выполнить такую просьбу довольно сложно. Если кто-то побеждает, это немного сложнее, чем если кто-то проигрывает. Но мы готовы, желаем и способны. Мы разговаривали с Ираном и посмотрим, что произойдет, посмотрим. Шенген под замком. Россиянам закрывают путь в Европу, но есть условия. Министры внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши приняли согласованное решение. Россияне, которые участвовали в войне против Украины, не смогут въехать в шенгенскую зону ни сейчас, ни в будущем. На встрече, прошедшей в Таллине, присутствовали также представители Еврокомиссии и агентства Frontex. Главный посыл – участники боевых действий против Украины представляют угрозу, и им не будет выдано ни виз, ни видов на жительство даже после завершения активной фазы войны. Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, означают очень большой риск безопасности для всех нас. В Беларуси, которая столкнулась с дефицитом картошки, предлагают штрафовать за отсутствие картошки на прилавках магазинов. В Палате представителей зарегистрирован законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за дефицит товаров из стабфонда, включая главный стратегический продукт – картофель. Автор инициативы – депутат Марина Линчевская. Ее предложение – добавить в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, которая будет наказывать за отсутствие определенных товаров в продаже. Штрафы предлагают ввести серьезные для физических лиц от 5 до 12 базовых величин, для юридических от 20 до 200. В долларах максимальный штраф для физлиц $154, а для юридических лиц 2500. Пока законопроект только внесен, но если его примут, то торговлю в стране ждут новые правила игры. Картошка не просто гарнир, а объект государственного внимания. Лукашенко, напомню, на днях раскритиковал белорусскую молодежь и не только за то, что не заботятся о своих стратегических запасах бульбы. Это другая молодежь. Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего ноете? Чего вы воете? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы 2 борозенки для себя, чтобы 2 мешка картошки. Высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? Не жирно ли живут госслужащие Узбекистана? Этим вопросом задались в Ташкенте, и уже с 1 августа, согласно свежему указу президента Мирзиёева, теперь на официальном уровне будут контролировать индекс массы тела госслужащих, который показывает соответствие веса человека его росту и есть ли избыточный вес или уже ожирение. Кроме того, согласно новому этапу, фокус сосредоточен на здоровье и физической активности. Теперь каждый рабочий день госслужащих будет включать специальные физкультурные занятия. Итого, ведомства совместно с профсоюзами должны оборудовать спортивные зоны, создать все условия для регулярных тренировок и внедрения системы контроля физического состояния сотрудников. Кстати, тортики, пончики и майонезные салаты уходят в бан. Новое меню будет и в столовых госорганов. Кроме того,
С 1 января 2026 года столовые при госорганах будут полностью переданы на аутсорсинг. В этих столовых будет широко внедряться здоровое питание, а продажа сладостей, жирных, мучных и других вредных для здоровья продуктов будет ограничена. Друзья, как вам такая борьба с лишним весом и за здоровье? Пишите также в комментариях. Ну и всем вам спасибо, хорошего вам дня и настроения. Спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.